Ребят, всем привет! Продолжаем полную шумоизоляцию Lada Granta Sedan. В этом выпуске будет шумоизоляция крыши. И, наверное, это будет самый короткий выпуск, потому что крыша здесь снимается очень легко. Как обычно, постараюсь рассказать все нюансы и максимально подробно рассказать и показать, как снимается обшивка крыши. Из инструмента я пока взял крестовую отвертку, пару ремуверов и ремувер для клипс. Как обычно, начинаем со снятия стойки передней. Убираем уплотнительную резинку проема двери. Берем ремувер и отщелкиваем обшивку. Затем поднимаем ее вверх. Здесь у нас всего два пистона, первый и второй, и две вот такие направляющие в нижней части обшивки. Потому как закреплена проводка, она похожа на штатную, и она вот в этом месте побрякивает. С проводкой вопрос потом решим. Дальше снимаем солнцезащитный козырек, отгибаем его, выщелкиваем из крепления, отгибаем в сторону. Крестовая отвертка, или как в данном случае шуруповерт, выкручиваем два самореза. Вот такие здесь саморезы. Затем выкручиваем крепление козырька. Саморез у него точно такой же, а на креплении козырька есть вот такая направляющая. Дальше снимаем центральный плафон, он здесь плюс-минус как на Весте снимается точно так же. Лучше, конечно, это делать двумя руками, будет гораздо проще. Вот в этом месте по центру у него один фиксатор, и еще два расположены примерно вот здесь, в передней части. Вот первый, примерно вот здесь второй. Берем тонкий ремувер, ставим его вот сюда и давим на защелку. При этом плафон нужно тянуть вниз. Вот поэтому я и говорю, что делать это нужно двумя руками. Все защелки у нас целые, плафон тоже целый. Вот, кстати, то место, откуда мы защелку выщелкнули, а с другой стороны вот в этих местах было еще две защелки. Далее выкручиваем два самореза под крестовую отвертку, расположены они вот в этих местах, первый и второй. Здесь вот такие саморезы, и они немножко покороче, чем те, которыми фиксируется солнцезащитный козырек, поэтому будьте внимательны, не перепутайте. Далее просто тянем плафон вниз и вынимаем его из обшивки. Вот эту часть вниз, вот эту часть на себя. А затем отсоединяем его разъем. Фиксатор у него находится вот здесь, прямо по центру. Делать это также лучше двумя руками. Сейчас его сниму и покажу поближе разъем. Вот наш разъем. Фиксатор у него находится вот в этом месте, прямо по центру. Нажимаете и тянете разъем. Что касается плафона, то вот так он выглядит с внутренней стороны. Вот здесь у него есть две направляющие. А это те места, откуда мы выкручивали саморезы. Далее потолочной ручкой берем тонкий ремувер и вытаскиваем вот эти заглушки. Вставляем ремувер примерно вот так и оттягиваем заглушку. Вот такие здесь заглушки. Дальше берем звездочку Torx T30 и выкручиваем два винта. Так, вот такие здесь винты Torx T30. Дальше опять берем тонкий ремувер и вытаскиваем вот эту заглушку ремня безопасности. Поддеваем заглушку примерно вот в этом месте и отщелкиваем ее на себя. Вот так она выглядит, и у нее есть три фиксатора. Дальше нам нужно накрутить ремень безопасности и снять обшивку центральной стойки. Но чтобы это сделать, нужно сначала снять накладки порогов, передние и задние. Затем нижнюю часть обшивки центральной стойки, и потом только уже снимать верхнюю обшивку центральной стойки. Поэтому откручиваем сначала пороги, здесь у нас 4 самореза под крест. Даже не 4, а 5, вот в этой части, в самом верху, вот в этом месте есть еще один саморез. Вынимаем переднюю накладку порога. Вот такая здесь накладка, точно так же, как и на девятке, крепится с саморезами. Откручиваем 4 самореза на заднем пороге, 1, 2, 3 и 4 там в глубине. Вот такие здесь приличные саморезы. Кстати, у него вот в этом месте есть еще один саморез, который находится сбоку. Здесь он такой же, поменьше. Убираем накладку. Затем убираем уплотнительную резинку проема двери, как сзади, так и спереди, в районе центральной стойки. Первый раз такое вижу, здесь на пороге есть такие кусочки виброизоляции заводской. Они не просто так лежат, они прям тут приклеены. Для чего они здесь, непонятно. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, пишите в комментариях, зачем АвтоВАЗ наклеил кусочки виброизоляции, вот такие квадратики на пороге. Их, я так понимаю, какой-то рабочий сидел нарезал, потом сидел клеил, и зачем это, непонятно. Возвращаемся к стойке, уплотнительные резинки мы убрали. Теперь вот эту накладку просто поднимаем вверх, не отодвигаем в сторону. Поднимаем ее вверх, потому что в этом месте у нее есть направляющие. Если будете тянуть, то вы их сломаете. Так, накладку сняли. Вот те самые направляющие, которые очень часто ломаются, потому что многие не знают, как снимается эта накладка, начинают просто тянуть ее в бок, думая, видимо, что она на защелках, а вот нифига. Далее берем трещотку и головку на 14. И откручиваем верхний болт крепления ремня безопасности. Прямо очень легко сорвался. Я думал, тут какая-то газета, а здесь просто литьепластик такой. И в нижней части обшивки вот в этом месте выкручиваем еще один саморез. Затем берем вот такой ремувер. Примерно вот в этом месте стойки находится пистон. Чтобы точно его найти, можно посмотреть в щель между обшивкой и стойкой. Нащупать его ремувером, упереться и отщелкнуть. Примерно вот так. Значит, обшивка стойки у меня в руках, а пистоны остались в самой стойке. Вы сейчас удивитесь, какие здесь пистоны. Берем ремувер для клипс и выщелкиваем пистоны от девятки. Это нижний пистон, он у нас с елочкой. Я думал, такие пистоны уже встречаются только в девятках. Как они вообще догадались сюда его поставить? Здесь даже крепление это не под него. А входит идеально. АвтоВАЗ.
и достали верхний пистон, здесь он приоровский. Все, средняя обшивка стойки у нас снята. Дальше переходим в заднюю часть салона, потолочная ручка здесь снимается точно так же, как и спереди. Мы сейчас будем снимать обшивку задней стойки. Для этого нам понадобится свет и немного везения. Для начала откидываем заднее сиденье, затем опускаем спинку заднего дивана. Подголовник, кстати, надо было тоже опустить. Сейчас еще опущу второй подголовник, чтобы спинка полностью легла. В общем, видимо, надо было их снять полностью, чтобы спинка легла, ну ладно. Нам пока места хватит и так. Убираем вот эту уплотнительную резинку проема двери и выкручиваем саморез под крестовую отвертку вот в этом месте. Можно взять вторую магнитную чашку, я обычно использую две. Одну беру для передней части салона, вторую для задней, так просто удобнее. Вот такой здесь небольшой саморез. Затем берем вот такой ремувер и надеемся, что здесь пистоны не девяточные. Отщелкиваем пистон в верхней части. Да, здесь пистоны приоровские. Затем рукой подлазим вот в это место и продолжаем отщелкивать обшивку. Тянем просто на себя. Обшивку мы сняли. У нее здесь 4 пистона. Раз, два, три, 4. И одно крепление под саморез. А теперь послушайте, как она звучит. Вот так дребезжат эти 4 пистона. Ребят, левая часть разбирается полностью аналогично. Там ничего нового нет. Эту ручку я сейчас тоже откручу. Но еще обшивку крыши у нас здесь фиксирует 8 креплений. Это пистоны, так называемые грибки. Вот в задней части их 3 штуки. По центру 2 и 3 штуки в передней части. Сейчас возьмем вот такой ремувер для клипс. Снимем парочку этих креплений, чтобы вы понимали, как они снимаются. Вот таким образом подлазим под это крепление. Но ремувер вот так в крышу не упираем и не даем, а просто тянем его на себя. Потому что если будете упирать в крышу его и давить вот таким образом, то скорее всего оставите следы на обшивке. Снимается, кстати, очень легко, просто потянул на себя и он выдернулся. Но вот что-то, судя по тому, как он выглядит, он нифига не многоразовый. Думаю, еще разок он зайдет, а потом их, скорее всего, надо будет менять, если будут еще снимать обшивку крыши. Вытаскиваем следующий. Подлазим на себя, можно чуть раскачивать в бок. Все, вот так они выглядят, снимается очень легко. Это, кстати, получше выглядит, чем первый. Разбирая оставшуюся часть крыши, рассказываю, какие материалы будут использоваться, и начинаем клеить. Все, обшивку крыши больше ничего не держит, пробуем ее просто снять. Ну что, обшивка крыши полностью у нас снята, на обшивке нет никакого шумопоглощающего материала. Но хочу сказать, что обшивка сама по себе довольно толстая, войлочная, я бы сказал даже тяжелая. Поэтому сама по себе обшивка в некотором роде работает как шумопоглотитель. Ну и по самой крыше здесь просто все шикарно, вот только посмотрите на это количество виброизоляции. Это все штатная вазовская виброизоляция. Если у кого-то есть грант или кто-то разбирал крышу на гранте, то пишите, пожалуйста, в комментариях, такое же количество у вас виброизоляции в крыше или нет. Потому что я не помню, чтобы на старых грантах было такое количество виброизоляции на крыше. Сейчас я подготовлю крышу, здесь ее нужно просто обезжирить и будем смотреть, какими материалами будем клеить крышу. По материалам на крышу будет использовано два материала. Первый слой — это виброизоляция шумов Джокер. Толщина 1,8 мм, размер листов 27 на 37 см. На тонком металле работает как 3-мм виброизоляция. Для крыши просто идеальный вариант, потому что виброизоляция реально очень легкая. Это будет первый слой. Второй слой будет шумопоглощающий материал шумов Герметон 7L. Этот материал я уже нарезал. Вот так он выглядит. Это обычный Герметон 7, на который сверху нанесена вот такая ламинация. Сейчас покажу размеры крыши. Вот такие размеры. Это передняя часть, это задняя часть. Это, соответственно, ширина между ребер 34-36 см. В передней части крыши имеет закругление, поэтому по центру 42 см, по краям 37 см. Ширина крыши примерно 97 см. Вот такие размеры. Напоминаю, что это Lada Granta Sedan 2020 года. Кому нужно, берите, пользуйтесь. Обшивку крыши из салона доставать не буду, клеить буду прямо так. Поэтому сначала сдвигаю обшивку крыши максимально назад, заклеиваю переднюю часть крыши, потом сдвигаю максимально вперед, заклеиваю среднюю и заднюю часть крыши. Сейчас заклею первый слой и покажу, что получилось. По крыше первый слой уже смонтирован, виброизоляция шумов Джокер, ушло всего 11 листов. Дам совет тем, кто хочет сэкономить, просто наклейте виброизоляцию между штатной виброй и тоже получите отличный эффект. Сейчас я все обезжириваю, клею второй слой и будем собирать крышу. Вот и закончил клеить второй слой. Второй слой, кстати, клеится очень легко, тем более когда он уже нарезан, поэтому времени это отнимает очень немного. Начал разбирать крышу пол-7, сейчас время пол-9, это все вместе со съемками. Часть пластика, которую я сегодня уже поставлю на место, я подклеил антискрипом. Поставлю только часть, потому что завтра на этом автомобиле нужно будет сделать шумоизоляцию пола и шумоизоляцию багажника. Сейчас ставим обшивку крыши на место и выпуск на этом будем заканчивать. Так как здесь есть пистоны, которые крепят обшивку к крыше,
то поставить ее будет очень просто. Но для начала нужно отогнуть все вот эти уплотнительные резинки проема двери, чтобы они не мешались, когда будем ставить обшивку крыши на место. Кстати, ребят, сейчас еще подклею вот эту проводку, просто замотаю ее в антискрип, чтобы она вот так вот не брякала. Либо вот так можно просто закрепить ее спецификом тем же, и она тоже брякать не будет. Ставим обшивку крыши на место. Все, шумоизоляция крыши закончена, крышу я уже собрал. Не поставил только пороги и обшивки задних стоек, потому что завтра будет разбираться пол. И завтра я буду делать шумоизоляцию пола и багажника. Время у нас без 5:09, вся работа заняла вместе со съемками 2,5 часа. Если бы не снимал на камеру, то крышу бы зашумил часа за 2, а возможно даже быстрее. Вот такой получился короткий выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Напишите в комментариях, какой именно автомобиль вы бы хотели увидеть на шумоизоляции. Если у вас остались еще какие-то вопросы по шумоизоляции крыши на гранте или вообще какие-то вопросы по шумоизоляции, то также пишите их в комментарии. Ну а я поехал домой, завтра приеду пораньше, буду шумить пол и багажник. Автомобиль нужно будет отдать примерно в 7-8 вечера. Приеду в бокс очень рано, и если получится что-то поснимать, то обязательно поснимаю. Всем пока!